Привет, я Саша Капуста, это клановый шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта в FontLab. В этом уроке мы с вами разберем экшен для применения фильтров, ну и разберем, как можно вернуть обратно то, что мы с вами применили. По такому же принципу у меня сделаны все остальные буквы, мы их тоже разберем. Вот, например, буква S, буква G, причем G, как видите, у меня состоит не только из среза вот здесь, у меня еще и просто прямоугольник, который выходит за рамки этой буквы, и я точно так же разрезал букву О. Вот, посмотрим сюда. Вместо того, чтобы что-то здесь добавлять, что-то делать, я просто взял и обычную диагональ скопировал с буквы N и приставил сюда ее. Вот, здесь тоже у меня все точно так же. Буква C в маленьких, буква А тоже имеет вот такой вот срез. И буква R, собранная из N, она вот точно такая же. При этом, если мы посмотрим вот сюда, в комментарии каждой буквы у меня указано, во-первых, насколько меньше или больше она относительно буквы О. Здесь мы посмотрим, если я рядом поставлю букву, а рядом я здесь не поставлю, потому что в этом шрифте ее... Да, здесь ее нету, это просто я так выделил, скопировал. В общем, здесь что мы видим? Что эта буква по ширине меньше, чем буква О. То есть она чуть-чуть поменьше. Ну, именно так я решил здесь. И 50 градусов, это значит 50 градусов наклон вот этого среза. В большинстве слоев он совпадает, но иногда бывает нет. Хотя вот здесь, в принципе, прям идеально совпадает. Вот здесь тоже 70, написано 70. И в каждой букве я так сделал, такая подсказка для меня. Если в будущем я буду что-то там переделывать, буду как-то ее редактировать, смотреть, мне это поможет быстро восстановить ее. Вот. А еще, если мы посмотрим на нашу букву, мы не можем увидеть ее размер. То есть, если вот тут я нажму Ctrl-A, я увижу ее размер, то здесь я не могу нажать Ctrl-A, потому что он мне покажет размеры с учетом вот этих всех элементов, которые по факту в итоговой букве присутствовать не будут. Поэтому что для этого нужно сделать? Ну, мы можем либо воспользоваться линейкой, вот так выделить, там что-то подвинуть, примерно запомнить это значение, вот так померить. Ну, в общем, это не очень удобно. Поэтому я делаю вот что. Есть просто возможность нажать на клавишу I в Property Bar, и мы увидим реальный размер этой буквы. То есть на текущий момент мы видим, что эта буква размером 660 в ширину, а эта буква 720. Вот именно настолько она меньше. Смотрим сюда. Здесь у меня буква размером 661. Мне это не нравится, поэтому я предпочитаю более четкие цифры, такие четные. Поэтому я жму C, нажимаю 1, на один узел сдвигаю все. И теперь в целом общая буква у меня имеет размер 660. Все идеально, меня такое полностью устраивает. В принципе, на этом у нас создание буквы, ну, оно буквально занимает пару секунд, дольше я про это рассказываю. Ну, принцип вы поняли. После того, как мы определились с характером, полностью нарисовали эту букву, нас она везде устраивает, никаких элементов раздражающих у нас здесь нет, а мы можем разобрать этот фильтр. На самом деле разбирать его не обязательно, потому что в целом можно в таком виде проекта сохранить. Но когда у вас таких фильтров и таких элементов очень много, а в шрифте очень много слоев, очень много символов, это усложняет проект. Поэтому иногда имеет смысл такие вещи, которые вы уже в будущем изменять не планируете, зафиксировать, то есть убрать этот фильтр. Самый простой вариант — это просто сделать, скажем так, разобрать этот виртуальный фильтр и превратить его в обычный контур. Мы выбираем пункт Elements Expand Filters, и вот у нас превращается в обычный. Причем, обратите внимание, что здесь у меня фильтр сохранился, а здесь фильтра нет, но вариативность при этом полностью работает, потому что FontLab все равно на лету потом переделывает вот этот контур, когда делает его интерполяцию. Поэтому не страшно, если вдруг он вот так у вас один отличается от других. Вот, это самый простой способ. Второй вариант, как это сделать, мы можем просто нажать вот сюда, чтобы убрать все пересечения, и он снова у нас превратится в обычный контур. Когда у нас таких букв много, это не очень удобно, поэтому мы можем сделать вот что. Выбрать интересующие нас глифы. Вот тут я отменю. Вот все, отменил. У меня теперь два фильтра есть вот здесь. Я выберу несколько символов, которые мне нужно разобрать. И воспользуюсь секшенами. Tool, Section. И теперь я могу здесь выбрать пункт
скажем так, сделать все глифы обычными контурами, но только выберу здесь не все символы, потому что все мне не нужно разбирать, а только те, которые выбраны, ну и во всех мастерах сразу. Потому что почему бы и нет, чтобы не повторять эту процедуру. Выбрал, смотрю в предпросмотре, какие символы у меня будут использованы, нажимаю Run и нажимаю Закрыть. Все, теперь если я зайду сюда, посмотрю, у меня все разобралось. И здесь у меня тоже все полностью разобралось. Так, и интерполяция работает. Вот, но, допустим, предположим, все-таки вы все это сделали, и в какой-то момент решили все-таки немножко это дело изменить. Теперь вам придется вот так вручную все это двигать, что-то там наклон менять и так далее. Это не очень удобно, поэтому мы можем обратно вернуть эту букву в элемент с заливкой, как было до этого. Для этого нам нужно будет сделать вот что, выбрать вот этот отрезок, можно даже несколько. Дальше выбрать в подменю узлы и Unlink Corners. Все, у меня автоматически применился вот сюда элемент Fill. И я могу точно так же теперь вот двигать все вот эти узлы независимо друг от друга, и при этом не ломается весь контур. Но если я его разомкну, то, как видите, он у меня развалился. Теперь мне нужно снова нажать F и залить его. Вот, в принципе, тут все. Единственное, если мы посмотрим на букву G, то в букве G чуть более сложная структура, поэтому если я просто нажму вот так, получится вот что. Он у меня его сольет. Но вот это перекрестие он сольет тоже. Поэтому в таких случаях нужно будет сделать вот так Loop Corner. Для чего это нужно? Для того, чтобы интерполяция происходила лучше. И вот эту часть мы можем немножко индивидуально так подстроить так, как нам нужно. Вот. Еще иногда бывает, что на самой кривой бывает много каких-то точек, какие-то непонятные вот такие вот штуки. Это все тоже можно почистить. Если мы их удалим, то FabLab попытается восстановить эту кривую и сделать ее максимально похожей на то, что должно быть. Но, как видите, все не идеально, поэтому такие элементы желательно сразу как-то редактировать, убирать, чтобы их в принципе не было. Вот. А так, в принципе, мы с вами разобрали, как по-быстрому накидать букву C из буквы O, воспользовались инструментом Fill Tool, и надеюсь, вам это в принципе поможет максимально упростить и ускорить процесс работы над шрифтом. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.